Меня зовут Максим, и это новый выпуск Ghost Hunters. Перед началом ролика хотелось бы благодарить всех за ваши лайки и комментарии, а также за подписки на канал. По большей части комментарии были положительные, но были и отрицательные, и те очень важны. Все они помогают сделать канал лучше. Теперь можно перейти к выпуску. Всем известно, что призраки любят обитать в заброшенных зданиях, имеющих неприятную историю. Призраки любят выбирать здания, где они жили при жизни. Но почему призраки выбирают заброшенные здания? Во-первых, это отсутствие каких-либо границ. Во-вторых, это свободный от человека астральный фон. Ну и в-третьих, в заброшенных местах собирается свой контингент людей. Эти люди специально приходят в такие места, чтобы пощекотать себе нервы и испугать себя, однако дают эмоциональный фон для призрака. Именно поэтому в этом выпуске я и мой друг Виталик посетим по-настоящему адское место с дурной историей. Мы пробудем там всю ночь от заката и до рассвета, а также проведем спиритический сеанс по общению с духом. Заброшенная больница для наркозависимых. В случае чего, по рации мне говори, хорошо? Все, давай. Подходим к локации. Она действительно очень страшная, посмотрите. Ребята, вот мы и начинаем свою ночевку в этом заброшенном месте. Мы проведем здесь целую ночь, мы дождемся рассвета. Вот здесь кто-то сейчас сидит. Профилакторий находится в живописном месте. Рядом зеленеют сосновые леса и струится чистый воздух. В 1993 году санаторий Профилакторий был зарегистрирован. Через 7 лет санаторий был реорганизован в областной реабилитационный центр для больных, страдающих наркоманией. Стоит отметить, что об этом месте известно немногим, но те, кто тут побывал, отмечают необычные явления, звуки, шорохи, галлюцинации. Сейчас я должен задать вам только один вопрос. Были ли вы свидетелем паранормального? Ребята, на этом моменте мы разделяемся. Виталик начинает с левой стороны этого прекрасного объекта, а я иду в левый корпус. Посмотрите, насколько здесь атмосферное место. В случае чего, по рации мне говори, хорошо? Ага, добро. Все, давай. Чуть-чуть дальше пройдем, и будет действительно хорошо видно. Сейчас плохо. Время 10 часов сейчас вечера. Мы заходим на объект. Ребята, подходим к локации. Она действительно очень страшная, посмотрите. Сейчас зайдем внутрь, и будет немножко посветлее. Чуть-чуть подождите. Смотришь вот на этот забор, и такое ощущение, что вот здесь кто-то сейчас сидит
и смотрит на тебя, но ты его не видишь. Это правда страшно. Это правда страшно. Вот этот лес. Вообще не хочется сегодня действительно кого-то встретить. И нужно найти залаз вот на это здание. Нужно придумать, как туда забраться. Ух. Слишком страшная яма. Там видно подвал. Стоит отметить, что вообще здесь, конечно, довольно тихо. Лишь сверчки. На самом деле это одна из самых таких заброшек, которые я был, которые даже сейчас у меня впечатление от нее. По голове не буду спускаться, потому что там крайне грязно. Ладно, все, хватит. Фу. Так, идем дальше. Пока Виталик находится в другом корпусе, в правом или в левом, как отсюда считается, он смотрит, ищет место, где нам расположиться на ночь. Также и я ищу комнату, в которой можно расположиться на ночь и переночевать в этом адском месте. Просто очень страшно. Хотя мы только сюда зашли, это первый этаж. Граффити придает атмосферу этому месту. Посмотрите, лестница. Иногда я спрашиваю, на что я иду. Давайте пройдем весь первый этаж. Идти нужно аккуратно, потому что очень-очень-очень много всякого мусора. Историю этого места вы прослушали в начале. Ботинок. Вот он. Знаете, как в страшных фильмах, в каких-то ужастиках ты поворачиваешься назад, а там кто-то стоит. Никого нету. Слава богу. Какое здесь эхо. Давайте попробуем зайти в одну из комнат. Например, вот сюда. Она мне напоминает апартаменты из игры Left 4 Dead. Просто такие же абсолютно комнаты. Вот туалет, вот туалет. Угу. Но что я могу сказать точно, это то, что мы не будем раскладывать спальники на первом этаже, это точно. Страшнее всего это, когда ты смотришь куда-то вон туда в лес. Это очень страшно. Правда, очень страшно. Вот примерно в таких условиях мы сегодня будем проводить эксперимент и ночевать. Будет интересно. Прием, Виталий, как у тебя дела? Прием, отлично. Что у тебя? У меня прям большие коридоры здесь в этом здании. Прям очень большие. Летучих мышей очень много. Действительно, коридоры большие, согласен. Я вам сейчас покажу вид
просто с лестницы второго этажа на этот лес. Главное, чтобы никто не стоял сзади. Я уже это сказал. Наверх тоже можно подняться. Что мы сделаем? Благополучно. На улице сейчас очень-очень жарко, и поэтому нагревшееся здание, в нем очень-очень душно. Страшный коридор в эту сторону и в эту. Скорее всего, это во второй блок, а мы сходим пока что направо. Ой, блин. Это сейчас подо мной немножко двинулась доска. В принципе, ничего страшного. Практически. Прием повтори, что ты еще рассказал, я не расслышал. Я на улице тебя вижу. Понял, заходи во второй блок. Тебе? Нет, в свой, во второй. Приходите. Заходишь? А, что, к тебе буду приходить. Сейчас это я в снова приду. А ты уже обследовал второй блок, ну, свой? Огроменный. Просто страшилка. Страшное место. Я сейчас пойду опять через первый проем. Я первый этаж обследовал. Опять обратно. Понял, по второму походи. Блок направить. Продолжаем идти дальше. Давайте, нам осталось совсем чуть-чуть пройти до конца. И что мы здесь увидим? Практически ничего интересного. Сложенные аккуратно кирпичики. Дырка какая-то. Отверстие в стене. Луна вон там вдалеке видна, кстати, между прочим. Классная комната, но ночевать не хочется, потому что в случае чего у нас один путь туда, а здесь тупик. Разбитые стекла. Надо связаться с Виталиком и сказать, что мы идем в его блок. Алло, Виталь. Прием, Виталик. Виталик, прием. Да, слушаю. Я проверил этот корпус, сейчас буду переходить в твой. Слушай, я стараюсь выход найти, я вообще не могу понять, где это. Это плохо. Я сейчас покажу, где ты, когда приду к тебе. Жди. Я зашел во второй блок, в твой. Второй этажа. Я на втором этаже. А ты? Вижу тебя. Иду на твою встречу. Отлично. Вон он вдалеке светит фонарем, он нас увидел. Ты нашел комнату, в которой можно провести ночь? Маловероятно, они каждый просто воняет чем-то вот так вот. Именно сгоревшим матрасом вот это что сжигали здесь. И вон тем? Да, вот такие вот комнаты лежат. И вот так граната. Кто? Тут действительно лежит граната.
Интересно, она может детонировать? Все возможно, мне кажется. Может? Да. Сейчас я предлагаю пойти проверить машину, взять вещи и переночевать. Итак, ребята, мы разложились. Сейчас все вещи наши уже здесь. Осталось только расставить экшн-камеры, которые будут писать всю ночь. Виталик сейчас пойдет в корпус, который исследовал, а я поставлю экшн-камеру здесь. Камера 1 пишет. Камера 2 пишет. Ребят, начинаем эксперимент по вызову духа с помощью свеч. Суть эксперимента состоит в том, что на мой вопрос, утвердительные ответы будут в виде качания пламени свечки. Что мы должны сделать? Мы должны зажечь свечи, задать вопрос, и по идее, как написано в интернете, на многих сайтах, свечки должны качнуться. Если здесь есть сущности из потустороннего мира, дайте знак с помощью свечек. На утвердительные ответы пусть свечи шелохнутся. Здесь кто-нибудь есть? Смотри, свеча. Смотри. Подсними поближе. Она только что шелохнулась. Снимай остальные. Эти пока спокойны. Ну, это правда, она двигалась прям сюда. А ветра, тоже, понимаете, здесь его просто нет. Здесь совсем нету ветра. Мы сидим, здесь настолько жарко, за весь жаркий день здание прогрелось, здесь как в бане, и ни единого дуновения. Если здесь есть сущности из потустороннего мира, дайте знак с помощью свеч.
Друзья, вокруг есть разные звуки, например, сверчки, какие-то насекомые, бьются об остатки стекол и окон. Но ничего сверхъестественного, страшного вокруг просто не слышно. На мои вопросы свечи стоят и горят, в своем обычном темпе, то есть не намекая даже на малейшее присутствие потустороннего, духов, призраков. Мы сейчас оставим камеру на некоторое время, и она будет писать, что происходит с этими свечками. Хотя, я еще раз говорю, здесь нету ни малейшего ветерка. Друзья, эксперимент со свечками не увенчался успехом. Свечи как горят в обычном темпе, так и горят. Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Ребята, вот мы и начинаем свою ночевку в этом заброшенном месте. Мы проведем здесь целую ночь, мы дождемся рассвета, и нам останется только просмотреть отснятый материал. Повсюду какие-то шорохи, звуки, которые тебе не дают спать. Мне не дают, а он спит. Друзья, время 4 часа утра, на улице уже рассвет. Я думаю, что можно зафиксировать то, что мы пробовали здесь целую ночь, и начинать собирать вещи и собираться домой. На улице уже выходит солнце. Мы начинаем собирать вещи. Данное заброшенное место не оказалось действительно местом, где есть призраки, хотя действительно было очень страшно. Посмотрите просто вокруг. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше будет интереснее, и когда-нибудь мы обязательно запишем что-нибудь паранормальное.